Сырники я больше не жарю, потому что нашла рецепт гораздо проще и вкуснее. Теперь вопрос, что приготовить на завтрак для нашей семьи, уже решен. А вместо сырников я готовлю вот такие чудесные творожники. Все очень быстро, просто и очень вкусно. Попробуйте и вы. Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями и подругами в соцсетях. В миску кладу 300 грамм творога, у меня творог 9% жирности. Разбиваю одно яйцо, всыпаю 100 грамм сахара и чайную ложку ванильного сахара. Добавляю в тесто 10 грамм разрыхлителя и хорошо перемешиваю ингредиенты. Просеиваю 250 грамм муки. И быстро замешиваю тесто. Вот такое тесто у меня получилось. Оно не слишком однородное и с крупинками творога. Но мне кажется, что так получается даже более натурально и по-домашнему. Делю тесто на 4 части. И каждую часть раскатываю вот такую колбаску. У меня получилось 4 вот таких колбаски. И теперь легким движением руки разрезаю на несколько частей. И формирую вот такие творожники. То есть придаю творожникам форму треугольничков. Все очень быстро и просто, друзья, вы сами это видите. Готовить такие творожники гораздо быстрее, чем лепить сырники. При этом стол и руки чистые. В общем, не рецепт, а настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Вот такие аппетитные творожнички у меня получились. Из этой порции получается где-то 12-14 штучек. Количество зависит от размера творожников. И теперь у нас есть два варианта, как приготовить творожники. Можно обжарить их на сковороде до красивой золотистой корочки, буквально по минутке с каждой стороны. Приготовь, поделись, подпишись. А можно запечь сырники в духовке. Выбирайте тот вариант, который больше подходит вам и вашей семье. И каким бы способом вы ни приготовили творожники, знайте, что это очень и очень вкусно и быстро. Подаем творожники горяченькими, со сметанкой, вареньем, сгущенкой или просто посыпаем сахарной пудрой. Но большой плюс этих сырников в том, что они также вкусны и в холодном виде. Их можно положить с собой детям в школу. Творог в таком виде дети едят с большим удовольствием. Друзья, если вам понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу сырники» или «Хочу творожники». И я буду знать, что вам интересна эта тема. Не забудьте сохранить рецепт и поделиться с друзьями и любимыми подругами в соцсетях. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Всем приятного аппетита, прекрасного настроения, здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего. Пока-пока и скоро увидимся!